Его надо заполнить. Вы могли заметить, что последние выпуски были по истории или, если хотите, по политике. Я бы мог ответить иронией типа «А что случилось?», но мой мотив не кого-то обстебать, а сформировать свою картину мира и заполнить возникающие пробелы. Например, посмотреть, как на самом деле США управляет Украиной, в чем обманул нас Запад, ну и в чем причина откровенной истерики стран Балтии. Все это время я копался в стенограммах, декларациях и документах прошлого, от которых откровенно офигевал. 90% информации я не знал, и все, что вы видите, это исключительно результат моего рытья. И как следствие, в выпусках не прослеживается жесткой системы. Посмотрите сами. Мы начали с Украины 2014-го, а потом перепрыгнули к СССР начала 90-х. Затем конец 90-х, а потом вернулись еще дальше в прошлое. То есть, если бы это был учебник по истории, то тут нужно все поменять. В реальности происходит так. Ты идешь в одну тему, и в ходе ее изучения появляются еще два отростка, которые также актуальны, также важны, но требуют отдельных выпусков. И вот, например, я сильно удивился и не одуплил, почему президент Польши высказывался так о прям вот недавнем союзнике по военному альянсу. Важно также вывести российские войска с чужой территории. Если вам удастся сделать так, чтобы Европа больше не столкнулась с угрозой со стороны России, вы получите Нобелевскую премию. После десятилетий советского господства мы все боимся России. Когда я это увидел, моей темой был не контекст Польши, а первое расширение НАТО. Я не знал причины и просто принял его слова без оценки. Но сейчас, этим выпуском, я добавлю, подчеркиваю, в первую очередь для себя еще один кусочек пазла. А то ведь, если верить легендариуму Дмитрия Медведева, то их чиновники-дегенераты, и они должны России сотни миллиардов долларов. Сейчас мы поведаем об одном событии, которое советско-российская историография расценивает как освобождение, а Запад использует термин «оккупация». Все совпадения с современностью оставим на вашей совести. Наша жизнь — это не статичный музей истории, а динамично развивающийся поток. Чтобы оседлать поток, нужно освоить актуальную и высокооплачиваемую профессию. Сейчас я расскажу, как сделать это выгодно благодаря новогодней скидке в 50%, которая позволит вкатиться в IT через самый простой язык программирования — Python. В онлайн-школе Skill Factory есть отличный курс Full Stack разработчик на Python, где обучение проходит через реальный опыт на кейсах крупных российских компаний. По окончанию курса вы будете знать 2 языка программирования, создадите 10 собственных проектов и получите диплом о профпереподготовке. Помните, что на связи со студентом всегда будет ментор, а Центр карьеры делает вот столько для своих учеников. Как вы видите, есть даже помощь выхода на зарубежный рынок. Путь к IT-жизни начинается прямо сейчас. По промокоду MyGap вас ждет новогодняя скидка 50%, но и это еще не все. Для вас приготовили целых 3 курса в подарок, один из которых английский для айтишников. Более того, вы попадете на день открытых дверей в Билайн, где узнаете все об их IT-команде и получите ответы на свои вопросы. Поэтому переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на курс и в новом году осваивайте актуальную и высокооплачиваемую профессию. Важное место во всей истории занимает договоренность Гитлера и Сталина о ненападении. Вы, вероятно, слышали о пакте Молотова-Риббентропа. В этом договоре 2 страны договорились, что нападать друг на друга не будут. Никакого насилия и агрессии, только обсуждения и переговоры. Война, отстой, дипломатия, рулес. В общем, за все хорошее и против всего плохого. Подписан он был 23 августа 1939 года. В то время никто не знал о довольно скандальном секретном протоколе, в котором СССР и Германия разделили сферы влияния Восточной Европы. Там говорится о том, что Польша делится на сферы влияния между коммунистами и нацистами.
Одному Богу известно, что имелось в виду под формулировкой «сферы влияния». Ну, как их получить? Да и как вообще можно их поделить в суверенной стране наполовину? Ну, типа вам западную часть, а нам восточную. Но я знаю, что есть такая позиция. Возможно, она есть у вас. Нет, конкретно у тебя, смотрящий зритель. Да чё ж вы прицепились к этому секретному протоколу? Там же не написано, что Германия и СССР вторгнутся в страну и поделят ее пополам. Ну вот чё вы набрасываете? Мне эта позиция кажется странной, потому что если речь идет просто о сферах влияния, такой абстрактной сущности, которая сегодня ваша, завтра наша, то об этом просто договариваются на словах. И уж тем более не суют под гриф «совершенно секретно». Тут же возникают вопросы. С чего вообще предполагается само территориальное политическое переустройство Польши? И почему границы третьего государства будут определять правительства СССР и Германии? И пока мы далеко не ушли, в этом же секретном протоколе затронули так называемые сферы влияния в Прибалтике. Все так же в условиях территориально-политического переустройства. Для тех, кто смотрел прошлый выпуск, добавился еще один кусочек пазла. Им стало понятно, о чем говорил Молотов. Вопрос о Прибалтике, Западной Украине, Западной Белоруссии и Бессарабии мы решили с Риббентропом в 1939 году. Немцы неохотно шли на то, что мы присоединим к себе Латвию, Литву, Эстонию и Бессарабию. Когда через год, в ноябре 1940 года, я был в Берлине, Гитлер спросил меня: «Ну хорошо, украинцев, белорусов вы объединяете вместе, ну ладно, молдаван, это еще можно объяснить. Но как вы объясните всему миру Прибалтику?» Я ему сказал: «Объясним». Итак, в 1939 году, 23 августа, был подписан секретный протокол. 28 августа возникла необходимость собраться еще раз и уточнить границы так называемого влияния в Польской Республике, добавив туда еще одну реку. А всего через 4 дня после этого уточнения Германия вторгается в Польшу. Совпадение? Не думаю. По случайной случайности, через несколько дней после заключения договора Германия вторгается в Польшу с запада, а еще через пару недель с востока входит Советский Союз. В конечном счете Польша разделяется на две части между нацистами и коммунистами. В результате спецоперации СССР за пару недель присоединит польские земли к белорусской и украинской ССР. Притом, хоть Германия и Советы двигались друг к другу, захватывая или, если угодно, освобождая территории, между ними масштабных конфликтов, перерастающих в войну, не возникало. Ну, какие могут быть конфликты между друзьями? Это, кстати, сейчас не моя оценка, а их. Да-да, их самих. 1 сентября в Польшу зашел Гитлер, 17 сентября зашел Сталин, а 28 сентября, после окончания своей спецоперации, эти два гаврика заключают договор о дружбе и границах, который начинается просто великолепно. Там позиционируется все, как будто польское государство распалось как бы само, а миролюбивый Сталин и Гитлер несут мир и порядок всем народам. Но, как водится в политике, главное здесь была практическая часть, а именно договор между двумя сильными державами, кому какие территории принадлежат и какие границы проходят. Не обошлось и без уже привычных вам секретных протоколов. В одном дополняется пакт о ненападении, а точнее его секретный протокол, то есть такой получается секретный протокол на секретный протокол. И теперь Сталин забирает себе Литву, тем самым всю Прибалтику. А в другом, прям в рамках установления мира и порядка, заявляется, что любая польская агитация будет подавляться. Документы подписали Молотов и Риббентроп. Но советскому населению такое не продашь. Населению нужна понятная и простая версия. Версия для народа. Вот что говорили населению в день начала операции по освобождению Польши.
События показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. В Польше создалось положение, требующее особой заботы в отношении безопасности. От советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Народы Советского Союза сплочены как никогда вокруг советского правительства, вокруг нашей большевистской партии, вокруг своего великого вождя, вокруг мудрого товарища Сталина. И я читал эту газету с невероятным интересом, потому что мне было любопытно, как они объяснят действия фашистов. Ведь за несколько дней до вторжения в Польшу был подписан договор о ее разделе, а по окончанию операции – договор о дружбе. Как позиционировать друга-то? Я предполагал, что там дело в многоходовочке. В публичном пространстве Германию сделали бы врагом, хотя в тот момент она им и не являлась. А вхождение в Польшу — это защита от фашизма и превентивный удар. Но я ошибался. Эти тезисы возникнут несколько позже, задним числом. А тогда подошли еще проще. Первый вопрос. Кто враг? На передний план врагом выставили правительство Польши, а точнее даже не врагом, а некомпетентными управленцами. Практически сразу их называют незадачливыми руководителями, затем неразумными руководителями, которые бессильны и вообще страну развалили. Второй вопрос. А как же Германия? Какое место отведено ей? А Германии тут вообще нет. Не то что вины в ее же агрессии, а просто хотя бы упоминание, что она вошла на территорию другой страны. Война произошла как бы сама по себе. Их называют события польско-германской войны. А Польша как бы сама потеряла все свои промышленные очаги, большую часть крупных городов и центров. Варшавы как столицы нет. Не немцы захватили, а поляки потеряли. Ну, как наушники от телефона. Да и вообще, в войну втянули польские руководители. Позиция Германии не появится в речи Молотова, но возникнет на 4-й странице этой газеты. И там будет описание сначала в информативном формате, мол, кто какие участки захватил, ну а потом вообще немцы выставлены миротворцами, которые хотят предотвратить кровопролитие. Это не мои слова, это из газет «Красная звезда», напоминаю. А чуть ниже уже знакомый вам нарратив: Польша развалена, да даже военную диктатуру там хотели сделать. Третий вопрос. А что мы-то там делаем? Ну, тут по классике. Защищаем и освобождаем всех, кого можем освободить и защитить. И братьев-украинцев, и братьев-белорусов, и самих поляков, чтобы, цитата, «дать им возможность зажить мирной жизнью». А угроза-то? Угроза-то какая-то была? Конечно, была. И имя ей — случайности и неожиданности, которые могут создать угрозу для СССР. Как видите, Третьего рейха тогда не было и в помине. Тогда защищались от неожиданностей. Ну и, конечно, чтобы повысить мотивацию, не забыли про священный долг. Священный долг у коммунистов. Священная война! Затем в других блоках про братскую помощь, единокровие и желание первым броситься освобождать из-под ига... вот тут, кстати, риторика немного радикализовалась. Освобождать из-под ига польских ханов. Ну, там много еще такого о том, как радостно встречают священную Красную Армию. Ссылку я оставлю, как всегда, в материалах, можете почитать. Там и другие выпуски газет есть, где много такого, такого и такого. В общем, все сделано для того, чтобы у населения была примерно такая позиция. Нет, ну а чё они? Чё? Разгромить их надо начисто. Ну, не могли тогда советские власти сказать, мол, мы вообще-то с Германией договорились и хотели забрать территорию в соответствии с договором, плюс застраховаться от возможного продвижения хитрых нацистов подальше в Польшу, забирая больше обговоренного, то есть наше. Поэтому для народа придуманы тезисы про освобождение, панское иго и священную миссию. Просто, понятно и эффективно. Но затем в современной России версия претерпела изменения.
Не очень ясный враг в виде незадачливых руководителей и неожиданностей уже задним числом превратился в защиту от войск вермахта, а то бы и до Минска дошли. Это событие называют «освободительный поход». А тем, кто смотрел выпуск про Прибалтику, стала сильно понятнее вот эта фраза Сталина, сказанная 28 сентября 1939 года. Соглашение достигнуто. Могу вам сказать, что правительство Эстонии действовало мудро и на пользу эстонскому народу, заключив соглашение с Советским Союзом. С вами могло бы получиться как с Польшей. Польша была великой державой. Где теперь Польша? После 1939 года Польшу фактически стерли с политической карты мира. Вернулась она только после Второй мировой. Хоть в конце ей и отдали часть Восточной Германии, общей территории сейчас меньше, чем в 1938-м. В 1944 году она вернулась на карту в виде Польской республики, и до 1989 года на нее распространялась сфера влияния Советского Союза. И в данном случае речь именно о сфере влияния, пусть и абсолютном, но территориально и официально Польша была как бы независимым государством. И от социализма начала уходить только в 1989-м. В то время на смену плановой экономики и инфляции под 50% пришел свободный рынок и дикий капитализм. А возглавил переход гданьский электрик Лех Валенса, которого вы помните из ролика про расширение НАТО. С него же начался этот выпуск. И из выпуска о расширении НАТО вы, возможно, помните такую деталь, которой в тот раз я внимания не уделил. Но особенно важным для Польши было соглашение о выводе российских войск с ее территории. Обратите внимание, договор был подписан Россией уже в 1993-м, а ввод советских войск произошел в 1939-м. И после Второй мировой, уже в Польской республике, они там также присутствовали. Российские войска вышли оттуда только 30 лет назад, после полувекового пребывания. И когда президент Лех Валенса получил доклад от генерала Леонида Ковалева о завершении вывода российских войск из Польши, он произнес такую фразу. День 17 сентября стал болезненной и зловещей датой в истории Польши, открыв дорогу, которая привела поляков в тюрьмы и ГУЛАГ, в Катынь, к мучениям, унижениям и порабощению. Сегодня, именно 17 сентября 1993 года, заканчивается эпоха в нашей общей истории. Исполняется историческая справедливость. На территории польского государства больше нет иностранных войск. Суверенитет республики окончательно подтвержден. Когда я в первый раз услышал слово «Катынь», я понятия не имел, что это такое. Но затем вспомнил, что видел это слово, когда готовил выпуск по первому расширению НАТО, где особой активностью отличалась Польша. Помните, в августе 93-го Ельцин приехал в Варшаву, и Лех Валенса получил добро на вступление Польши от президента России. Так вот, в тот момент Ельцин у Катыньского креста сказал «простите, если сможете». Затем мне стало интересно, за что же просил прощения президент Ельцин. Оказалось, что Катынь — это такое собирательное название расстрелов польских военнопленных НКВДшниками. А первые останки были обнаружены в 1943-м, именно в Катынском лесу. В ходе не захватнического, а, конечно же, освободительного похода против гнета капитализма советская армия взяла в плен от 240 до 250 тысяч польских солдат. Такое количество военнопленных представляли угрозу советским освободителям, о чем писал Лаврентий Берия напрямую Сталину. В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров армии. Все они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю. В лагерях для военнопленных содержится всего 14 736 бывших офицеров, чиновников, помещиков, полицейских и других.
В тюрьмах содержится 18 632 арестованных, исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти. НКВД СССР считает необходимым предложить НКВД СССР дела 14 700 человек из лагерей, а также дела 11 тысяч человек из тюрем рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания – расстрела. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных, без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения. Эти документы мы получили после того, как Дмитрий Медведев в 2010 году рассекретил архивы Катынского дела. Мы также знаем из вот этой вот записки Хрущеву, что было расстреляно 21 857 человек. И после этого мне понятно, за какую Катынь просил прощения Ельцин. Более того, вы сейчас удивитесь, но тогда даже Дмитрий Медведев признал в этом вину СССР и лично Сталина. Вы также удивитесь, что в 1993 году в российской газете могли быть написаны эти строки. Последний российский солдат покидает Польшу в тот самый день, когда 54 года назад Сталин вторгся в эту страну. Поляки не забыли и никогда не смогут забыть того мрачного дня. Что такое 17 сентября? Разумеется, речь идет о военном преступлении, об очередном разделе Польши в результате сговора двух более сильных держав. С другой стороны, многие ли сегодня в России хотя бы слышали об этой дате? Я пожелал бы русским лучше знать историю. Многие ведь считают, что Вторая мировая война вообще началась в 1941 году. Этот выпуск в первую очередь мое личное изучение истории, которое стало несколько актуальнее в этом году. У некоторых может возникнуть ощущение, что раз я мало уделил времени осуждению фашизма, значит я его пытаюсь обелить. Но это не так. Я про него просто не говорил, потому что про него нам и так очень много говорили в школах. Я ни в коем случае этого не отрицаю. А вот про вот эту часть советской истории нам почему-то говорили мало. И этот выпуск не про то, что надо каяться, а он лишь про то, что не надо отрицать свою историю, даже если она неудобна. А то начнем отрицать, не дай Боже, блокаду Ленинграда. Если мы так чтим историческую память 9 мая, то должны же с уважением относиться к исторической памяти поляков, жителей стран Балтии и других государств. Вы знаете, кому отправить это видео и как создать активность в комментариях. Этот ролик будет последним в 2022 году. Мы благодарим всех, кто был с нами в это непростое время. В особенности мы говорим спасибо иллюминатам нашего ордена: Владу, Хапчинску, Маверику, Сонику Мейхаму, Ди Эфу и Алексею Батишеву, а также всем верховным магистрам, консулам, героям и кэпникам. Берегите себя, друзья мои. Увидимся в следующем году. Damn. Yeah. Yeah.